Когда я в первый раз в интернете на фотографиях увидел вот эту самую железку, я натурально схватился за свою голову. Черт подери, Zoom доросли до создания своих собственных космических кораблей. Ну, а если серьезно, друзья, то сегодня у нас на обзорном столе Zoom H8. Это новый рекордер, вот такой он необычный. И необычным он обещает выглядеть не только снаружи, но и внутри. Об этом мы с вами сегодня и поговорим на канале «Давай запишем», где, напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Вот эта штука, вот этот рекордер позволит нам в своей максимальной комплектации писать до 12 каналов параллельно одновременно. Ну и не забываем, конечно же, про 2 канала на выход. Это привычный нам всем стерео-выход на воспроизведение. Самые явные отличия H8 от других рекордеров Zoom. Ну, начнем, конечно же, с внешнего вида, просто об этом нельзя не упомянуть. Но при всем при этом Zoom остались верны сами себе, и здесь мы имеем модульную конструкцию. То есть у нас есть сверху разъем, который сейчас закрыт специальной крышечкой.Кстати, это очень здорово, что для H8 они додумались наконец сделать такую крышечку. Если вы не используете внешние микрофоны и вам нужно закрыть этот 10-пиновый разъем. Так вот, сюда мы с вами можем докупать различные модули, которые так или иначе будут расширять функционал вот этого устройства. К примеру, с самим рекордером у нас идет вот такой стереомикрофон, стереопара микрофонов XY. Причем здесь есть 2 конфигурации. Есть угол 90 градусов между микрофонами, и если мы их повернем вот таким образом, то уже имеем 120 градусов между микрофонами. Само собой, это сказывается на звуке, который вы получаете на записи. Сюда же можно докупить бошку с MS микрофоном, микрофонами, системой микрофонов. Сюда же можно купить конденсаторную пушку, которая также идет в виде такого модуля. Например, вышла недавно очень интересная башка. Она совмещает в себе и XY, и AB систему, что тоже достаточно интересно. И, конечно же, к H8 вышла оригинальная, даже не башка, а модуль, я бы его так назвал, который дает нам дополнительно несколько каналов по входу. Напомню, что до этого было что-то похожее, но тот модуль давал 2 канала. Теперь мы имеем ситуацию намного интереснее, и, повторюсь, это действительно расширяет функционал вот этого самого устройства. Еще одной деталью, отличающей 8 от того же H6, является управление. Здесь мы с вами получаем экранчик цветной, который чувствителен к нажатиям, и все основное управление строится на нескольких режимах работы. Эти режимы здесь называются приложениями, и в каждом приложении мы с вами найдем набор определенных функций, которые нужны для тех или иных ситуаций. Итак, первое приложение у нас называется Field, или полевая запись, если переводить на русский. Здесь мы имеем увеличенных размеров индикацию, здесь мы имеем все функции, которые нам могут пригодиться в поле. Это, например, лимитер, компрессия, шумодав тот же самый, срез низких частот. Все это есть прямо под рукой. Если вы пишете в поле, если вы занимаетесь переозвучкой, и в целом, если ваш вид деятельности не подходит под описание всех следующих приложений, то смело выбирайте Field, вы не ошибетесь. Следующим приложением идет Music, то есть музыкальный режим. Здесь у нас управление меняется кардинально. На главном экране мы теперь лицезреем с вами микшерный пульт. Каждому каналу по входу физическому соответствует свой фейдер. Мы можем управлять, выстраивать микс. Что характерно, функции, которые могут нам пригодиться именно для многоканальной записи, той же самой музыкальной композиции, эквалайзеры, панорама, все это вынесено на передний план, и этим очень удобно оперировать. Одним словом, Music, что характерно, режим для записи музыки многоканальной. Есть и третий режим работы, который называется у нас подкаст. Вы увидели, друзья, что в нашем рекордере появился второй проводочек. А это значит, что мы выводим онлайн нашего оператора. Оператор, алло, вы слышите меня? Это канал «Давай запишем». О, да. Как ваше настроение, оператор? Вы всем довольны?
Настроение прекрасное, спасибо. Ковидом не болели, масочку не забыли из дома взять? Ни в коем случае. Замечательно. Друзья, вы сейчас, кстати, слышали динамический микрофон, который подключен в этот самый рекордер. Что стоит сказать по поводу подкаст-приложения, как они здесь называются? Отличительной особенностью является появление таких пэдиков, на которые вы можете программировать любые звуки. В банке у Zoom есть какое-то количество звуков стоковых. Также с помощью SD-карточки сюда мы можем загружать с вами свои собственные звуки, и это просто замечательно. Отдельно управляется громкость звуков с пэдов. Ну и стоит отметить, что вот эти два канала, почему я переставил свой микрофон чуть повыше, они у нас откидываются, они не работают в режиме подкаст, и на их место у нас приходит звук с пэдов. Сейчас по записи мы вернулись в режим внешнего аудиоинтерфейса. Об этом режиме чуточку попозже, мы поговорим чуточку побольше. Стоит отметить, что сегодняшний весь звук у нас пишется с помощью петлички. Она подключена напрямую в рекордер. Подаем фантомное питание, само собой, петлички, вернее, предусилителю для петлички нужно какое-то питание. И усиление у нас выставлено, где-то между 4-5, где-то вот в том районе. Звучание конденсаторного микрофона вы прямо сейчас слышите. Звучание динамического микрофона вы слышали до этого в нашем тесте с подкастом. Напомню, что мы штатно используем AC-V7, и, собственно, наш оператор изливал свой божий глаз именно в этот самый динамический микрофон. Говоря о музыкальных функциях, к примеру, о приложении Music, будет достаточно большим упущением не сказать про то, что H8, аки какой-то гитарный процессор настоящий, обзавелся эмуляцией гитарных звучаний. Причем это не просто эмулятор, который вшит сюда, это обновляемые пресеты, обновляемые банки, потому что вот эта штука, она дружит с Zoom Guitar Lab. Это такая специальная приложуха, в которой как раз-таки вы можете работать с различными эмуляциями, и с помощью этого самого приложения, подключив рекордер к компьютеру, мы можем сюда закидывать какие-то новые пресеты, новые звучания, в общем, все то, что в этом самом Guitar Lab мы с вами сможем найти. Уже по негласной традиции все маломальски современные рекордеры обладают встроенным аудиоинтерфейсом. То есть вот эту самую штуку мы можем сами использовать как внешнюю звуковую карту. Чуть ранее я обмолвился уже, что весь сегодняшний ролик мы как раз-таки пишем в этом самом режиме. Zoom у нас подключен к компьютеру и используется как внешний аудиоинтерфейс. Можно использовать режим стереозаписи с 2 каналами, можно писать все мультитреком. Опять же, это 12 каналов на вход и 2 канала на выход.
Отдельное упоминание у нас заслуживает задержка, которую выдает эта самая карточка. Я не думаю, что кому-то прям очень это сильно понадобится, но все же у нас такая традиция заведена на канале, мы меряем задержку, и прямо сейчас параметры, которые я лично намерил у нас на студии, вы можете лицезреть. Питается наш сегодняшний гость от 4 батареек типа ААА и держит питание максимально до 15 часов. Также это все можно осуществлять с помощью внешнего адаптера питания, который докупается отдельно, в комплекте его нету, будьте внимательны. Либо поступить как мы, подключить все это дело к компьютеру и питать рекордер непосредственно по USB-проводу. Запись мы с вами можем производить на PC, Mac и iPad. В случае с последним, кстати, есть специальная приложуха, если вы докупите. Опять же, к сожалению, в комплекте его нету. Специальный адаптер, который вставляется там снизу. Вы сможете с помощью этого приложения по Bluetooth управлять вашим рекордером удаленно. Это достаточно интересно. Ну и, конечно же, никто не отменял возможности использовать всю вот эту вещь, что называется, в режиме standalone отдельно, поскольку все-таки это портативный рекордер. Карточки. Конечно же, все у нас будет писаться в таком случае на карточке до 512 гигабайт. Вот эта штука читает абсолютно спокойно. По поводу качества записи, максимального разрешения, 96 кГц на 24 бит. Все вполне стандартно. На корпусе мы найдем 6 каналов по входу. Они все в XLR разъемах, то есть сюда можно подключить микрофоны, и со всех каналов можно подавать фантомку для конденсаторных микрофонов. Но 2 канала из этих 6, которые почему-то названы буквами, я не знаю зачем, но все же вот эти цифры — это 2 буквы. Это комбо-разъемы. То есть сюда помимо каких-то микрофонов можно подключить линейные источники и, что немаловажно, можно подключить инструменты, о чем я вам говорил до этого. То есть здесь есть режим Hi-Z, именно изменение сопротивления под инструментальные подключения. Сейчас мы устроим музыкальный тест, и он будет достаточно интересный, потому что мы будем писать вокал под минус, при этом этот самый минус заранее закинув на карточку и закинув его сюда. Мы будем с вами использовать конденсаторный микрофон. Мы с вами будем использовать музыкальный Music режим, приложение Music, которое есть здесь. На один из каналов на рекордере мы с вами назначим этот самый трек. Я специально выгнал его в моно, чтобы можно было назначить на один трек, но чтобы было поудобнее. Вот. А на один из остальных треков у нас будет происходить запись. В дальнейшем это будут 2 совершенно раздельных трека, на вокале не будет никакого минуса, и уже вставив карточку в компьютер, допустим, загрузив все это в рабочую станцию, к примеру, на посте, мы с вами сможем детально поработать с вокалом. Давайте послушаем. Я мечтал, чтоб ночи были не одинокими. Кажется, услышали меня в небе ангелы. Я не она, я не один. Снова мир вокруг стал состоять из 2 половин. А там, где она, рвется струна, и я теряю контроль над самим собой, над своей судьбой. В этом роль. Что за ерунда, что за глупости? Ведь она моя, ты меня прости. И не грусти. Мне она не меньше в любви клялась. Не могу поверить, что меня предаст и навеки поссорит нас. Она кофе готовит по утрам. Она и одеяло пополам. Она в ночь сумасшедших идей полна. Какие еще были интересные особенности у Zoom H8, ну, за исключением того, что компания Zoom для демонстрационного ролика заставила музыкантов петь песню про суп. В онлайн-сообществе сейчас разгорается настоящая битва. Есть, как это заведено, 2 лагеря.
Первым внешний вид вот этого рекордера вполне себе зашел, и ничего против его они не имеют. Вторые просто исходят пеной у рта и утверждают, что дизайн получился ужасным и даже уродливым. Если хотите знать мое мнение, то я тоже был сторонником скорее второй стороны до того, как лично физически смог потрогать этот рекордер, но на студии уже распаковав, как-то покрутив его в руках. В целом, когда ты держишь в руках и смотришь на это все своими глазами, вроде оно выглядит не так уж и плохо, если честно. Все же у меня лично пара придирок к этому устройству. Ну, во-первых, это micro-USB. Да, сейчас, в нашем году, на достаточно свежем устройстве micro-USB для подключения к компьютеру. Ну, если отсутствие Type-C в современных устройствах раньше было как-то, ну, чем-то смешным, то сейчас это чем-то смешным уже перестает быть, и повод призадуматься. Да. И еще это преобразователь. Почему сюда они поставили 32-битный преобразователь? Штучка не самая дешевая на самом-то деле. Я понимаю, что с 32 битами она стала бы еще дороже, но все же за такой ценник хотелось бы иметь не 24, а все же уже 32 бита полновесные. Вот. Одним словом, мне очень было бы интересно узнать, что вы думаете. Не только, что я думаю, что вы думаете по поводу вот этого самого рекордера. Поэтому я вас призываю в комментарии на YouTube под канал «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Напишите, что вы думаете по поводу Zoom H8. Друзья, я прощаюсь и желаю вам хорошего и музыкального настроения. Это был канал «Давай запишем». Всего. Сюда можно накупить направленную... И я звук не писал, тем более. Здесь они называются приложениями, я бы их назвал... Не помню, как бы я их назвал. Отдельно, детально поработать на... Так круто было!